Представьте себе существо, плавающее в безбрежном океане энергии, непрерывно взаимодействующее со Вселенной. Каждое произнесенное слово и каждая возвращенная мысль обладают удивительной силой формировать эту энергию. Задумайтесь о тех моментах, когда вы предавались жалобам на тяготы дня, неудачи в жизни или даже на обстоятельства, находящиеся за пределами вашего контроля. Но что же происходит, когда вы жалуетесь? Какие процессы запускаются внутри вас и в окружающем пространстве? В этой статье мы раскроем, как, казалось бы, безобидная привычка способна глубоко трансформировать ваше энергетическое поле и, как следствие, ваше физическое, ментальное и духовное благополучие. Приготовьтесь к исследованию невидимых последствий жалоб и откройте для себя пути перехода к более высокому и гармоничному энергетическому состоянию. Жалобы – настолько распространенное явление в человеческом обществе, что мы часто перестаем воспринимать его как деструктивный шаблон поведения, ошибочно полагая, что это естественный способ выражения эмоций. Практически каждый из нас хоть раз в жизни жаловался на что-либо. Люди склонны выражать недовольство по самым разным поводам, будь то капризы погоды, поведение окружающих, политическая обстановка или даже незначительные неудачи, омрачающие повседневность. Но что же на самом деле происходит, когда человек предается жалобам? Какова природа этого явления и почему оно оказывает столь значительное воздействие на его состояние? Жалобы порождаются неудовлетворенностью, ощущением дискомфорта от существующего положения вещей, от того, что предстает перед взором. Изливая жалобы, индивидуум в определенной степени оказывает сопротивление текущему моменту, заявляя: «Этого не должно быть, это несправедливо, это причиняет мне вред». В этом и заключается первый важный аспект. Жалуясь, человек противопоставляет себя естественному ходу жизни, тому, что происходит в данный момент. Сопротивление реальности порождает энергетическое трение, которое находит отражение в его аурическом поле. Древнегреческий философ Гераклит еще тысячелетия назад утверждал, что единственной константой является изменение. Вселенная находится в непрестанном движении, а жизнь представляет собой вечный поток. Каждое мгновение разворачивается, и невозможно бороться с тем, что предстает перед нами. Однако именно из этого стремления к борьбе и возникают жалобы. В самой сути жалоб кроется проявление внутреннего сопротивления, словно отражение разума, отказывающегося принимать действительность в ее первозданном виде и стремящегося обуздать неподвластное. Человеческий разум и телесная оболочка неразрывно связаны между собой, образуя сложную паутину энергетических потоков и взаимного влияния. Каждая мимолетная мысль, каждое яркое переживание, каждое произнесенное слово находит отклик в нашем теле, подобно кругам на водной глади, оказывая воздействие как на душевное состояние, так и на физическое благополучие. Жалобы, кажущиеся порой невинным излиянием чувств, на самом деле несут в себе концентрированную энергию, вибрации, которые постепенно отравляют разум и тело. Когда мы предаемся жалобам, наш разум захлестывает волна навязчивых мыслей о неудовлетворенности и негативе. Со временем этот устойчивый паттерн начинает формировать нашу картину мира, искажая ее в мрачных тонах. С точки зрения нейробиологии, наш мозг адаптируется к этому состоянию, формируя нейронные сети, которые усиливают склонность к критике и жалобам. Доктор Рик Хансен, признанный эксперт в области поведенческой нейронауки, подчеркивает, что человеческому мозгу свойственна предвзятость к негативу. Он имеет тенденцию запечатлевать в памяти неприятные переживания, чтобы защитить нас от возможных угроз в будущем. Не стоит забывать о грядущих вызовах, однако, культивируя в себе привычку сетовать на обстоятельства, человек лишь укрепляет предрасположенность к негативному восприятию мира. Формируется искаженная картина действительности, в которой преобладают мрачные тона. Закрепляя подобный образ мышления, индивид провоцирует целый водопад биохимических процессов в организме. Непрестанные жалобы активизируют систему реагирования на стресс. Миндалевидное тело, участок мозга, отвечающий за эмоциональную обработку информации, подает сигнал тревоги, что приводит к выбросу кортизола, гормона стресса. Безусловно, в экстренных ситуациях кортизол играет важную роль, но его перманентное высвобождение, вызванное постоянным недовольством, ослабляет защитные силы организма, провоцирует воспалительные процессы и повышает вероятность развития различных заболеваний. Влияние негативных мыслей ощущается на физическом уровне.
Научные исследования демонстрируют, что повышенный уровень кортизола не только подрывает иммунитет, но и создает предпосылки для возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, нарушает пищеварение и вызывает чувство постоянной усталости. Люди, склонные к регулярным жалобам, несут на себе психологический груз, который находит свое отражение в виде мышечного напряжения, хронических болевых ощущений и общего истощения. По сути, каждая жалоба представляют собой серьезную проблему, приводящую к истощению как энергетических, так и физических ресурсов человека. Укоренившаяся в сознании привычка сетовать на обстоятельства превращается в замкнутый круг, порождающий тревогу и уныние. Люди, склонные к постоянным жалобам, часто испытывают чувство глубокой неудовлетворенности и утрачивают мотивацию, поскольку их взгляд на мир становится искаженным и ограниченным. Современная позитивная психология убедительно доказывает, что концентрация на негативных аспектах препятствует способности человека находить конструктивные решения и видеть открывающиеся перспективы. Жалобы словно накладывают на глаза серую пелену, сужая горизонты восприятия и заключая личность в тюрьму объединенной реальности. Культивируя в себе привычку жаловаться, человек тем самым подпитывает энергию страха, сопротивления и разобщенности. Герметическая традиция, уходящая корнями в глубокую древность, утверждает, что все сущее есть проявление разума. Реальность формируется под воздействием нашего восприятия, мыслей, эмоций и слов. Выражая недовольство, человек излучает определенную ментальную и эмоциональную частоту, создавая вибрационную волну, которая оказывает влияние на энергетическое поле, окружающее его. Эта частота, порожденная чувством неудовлетворенности, не является чем-то нейтральным. В пространстве, возникающем между произнесенными словами, скрывается нечто большее, чем просто звук. Оно проецируется вовне, формируя реальность вокруг. Как утверждал выдающийся мыслитель Невил Годдард, именно в чувствах заключена величайшая тайна. Ощущение нужды и нехватки – вот первопричина всех преград и ограничений, с которыми сталкивается человек. Когда люди предаются жалобам, они невольно притягивают в свою жизнь еще больше поводов для недовольства. Энергетическое поле человека, подобно чуткому приемнику, откликается вибрацией на исходящие от него сигналы, усиливая то, что он излучает в окружающий мир. Жалоба – это не просто набор слов, выражающих недовольство. Это глубинное проявление внутреннего сопротивления, отражение того, что разум воспринимает как неправильное и нежелательное. В этом процессе энергия неудовлетворенности начинает распространяться, словно заражая энергетическое поле человека. Вместо того, чтобы свободно циркулировать, эта энергия становится застойной, плотной и дезорганизованной, создавая энергетический блок, препятствие на пути жизненного потока. В отличие от гармоничного энергетического поля, где энергии текут плавно и без малейшего сопротивления, энергетическое поле человека, привыкшего жаловаться, напоминает плотину, сдерживающую мощный поток. Энергия сковывается, создавая напряжение и дискомфорт, что является той самой ценой, которую приходится платить за привычку к жалобам. Стремление обуздать неподвластное человеческому контролю – занятие, к сожалению, весьма распространенное. Однако далеко не все осознают, что подобные попытки оказывают воздействие не только на личное энергетическое поле, но и на энергетическое пространство вокруг. Недовольство и сетование обладают поразительной способностью распространяться, словно вирус, находя свое отражение в окружающей среде и людях, с которыми мы вступаем во взаимодействие, формируя тем самым целую сеть всеобщего уныния. В различных духовных учениях, таких как буддизм и даосизм, принятие текущего момента рассматривается в качестве фундамента достижения внутреннего равновесия. В частности, даосизм проповедует необходимость следования естественному ходу вещей для достижения гармонии, что подразумевает отказ от излишнего контроля. Когда человек предается жалобам, он по сути противится этому естественному потоку, выражая Вселенной свое несогласие и тем самым порождая внутренний конфликт и страдания. В эзотерических учениях существует мнение, что области застойной энергии обладают свойством притягивать сущности с низкими вибрациями. Причина кроется в том, что жалобы несут в себе концентрированные чувства разочарования, злобы и неудовлетворенности, которые вибрируют на частотах, близких к частотам этих сущностей. Таким образом, сам акт, постоянные жалобы, словно незаметные трещины, пробивают брешь в нашей энергетической броне,
делая нас уязвимыми для негативных вибраций и сил, вытягивающих жизненную энергию. Каждая жалоба подобна открывающемуся порталу, через который проникают энергии, подпитывающие негатив. И страдает не только энергетическое поле. Непрекращающийся поток жалоб нарушает гармоничную работу чакр, энергетических центров, регулирующих жизненный поток между физическим телом и энергетическим полем. Каждая чакра отвечает за определенную сферу бытия. Корневая чакра – за чувство безопасности, сердечная – за любовь, горловая – за самовыражение. Когда привычка жаловаться становится доминирующей, эти центры переполняются плотной, негативной энергией и блокируются, что нарушает естественный ток энергии в теле. Жалобы зачастую приводят к блокировкам в горловой чакре, отвечающей за выражение мыслей и чувств, а также в чакре солнечного сплетения, где сосредоточена личная сила и уверенность в себе. Чем чаще человек предается жалобам, тем сильнее эти блокировки ослабляют его защитное поле, отдаляя его от состояния гармонии и благополучия. Влияние человеческой натуры простирается гораздо дальше личных границ, оказывая энергетическое воздействие на окружающую среду. Непрестанные жалобы, словно темные тучи, источают низкочастотные волны, отравляющие атмосферу вокруг и затрагивающие тех, кто находится поблизости. Подобно камням, брошенным в тихий пруд, эти волны порождают резонанс, нарушающий энергетический баланс окружающих, особенно в замкнутых пространствах. Комната, где человек трудится, жилище, где он обитает, места, где он общается с семьей, все они впитывают энергию слов и мыслей, витающих в воздухе. Вообразите Вселенную как огромное зеркало, отражающее все, что излучает индивидуум. Слова, мысли, чувства и, прежде всего, вибрации. Привычные жалобы формируют вибрационную частоту сопротивления и нужды. Сосредоточиваясь на трудностях, проблемах и недостатках, человек, по сути, заявляет Вселенной: «Я хочу испытывать это в своей жизни чаще». И в соответствии с законом притяжения, Вселенная отвечает, предоставляя еще больше поводов для недовольства. Вселенная отвечает взаимностью, усиливая те обстоятельства, которые соответствуют внутреннему состоянию неудовлетворенности. Это напоминает настройку на определенную волну радио. Выбрав частоту, человек обречен слышать только то, что с ней связано. Но каким образом это происходит? В соответствии с принципами герметизма, первоосновой всего сущего является разум, а мысль выступает в роли зерна, из которого произрастает реальность. Выражая недовольство, индивидуум транслирует определенную частоту во вселенский разум. Таким образом, жалоба становится актом сотворения, вдыхающим жизнь в мир, где господствует дефицит и дискомфорт, притягивая соответствующие энергетические потоки. Зачастую люди не осознают, что жалоба представляет собой замкнутый круг. Чем чаще человек предается сетованиям, тем больше он притягивает ситуации, которые лишь подпитывают его стремление жаловаться, формируя нисходящую спираль негатива. Этот порочный круг способен затронуть все аспекты человеческого существования – от физического здоровья и межличностных отношений до профессиональных возможностей и эмоционального благополучия. Это сродни настройке радиоприемника на негативную волну, где каждая звучащая композиция перекликается с вибрациями жалобы и неудовлетворенности. Осознание того факта, что жалоба притягивает еще больше поводов для сетований, открывает путь к сознательному изменению этой разрушительной тенденции. Преобразование фокуса внимания и энергетических вибраций достигается путем замены привычки жаловаться на чувство глубокой признательности. Этот переход кардинально меняет частоту излучаемой энергии. Благодарность, по своей сути, является энергией расширения, открытости и принятия, которая гармонирует с изобилием и всеобщей гармонией. Экхарт Толле в своей работе «Сила настоящего» подчеркивает, что принятие текущего момента является ключом к прекращению страданий. Иными словами, отказ от сопротивления и жалоб, принятие настоящего таким, какое оно есть, позволяет синхронизироваться с универсальным потоком, открывая путь для проявления новой реальности. Принятие растворяет поле сопротивления, созданное жалобами, и жизнь начинает течь более плавно и гармонично. Преобразуя жалобы в благодарность, происходит перенастройка энергетического поля, которое начинает вибрировать на более высокой частоте. Это не только способствует привлечению большего количества ситуаций, за которые можно быть благодарным, но и укрепляет защитное поле, предотвращая проникновение низкочастотных энергий, способных нарушить внутренний баланс.
Достижение внутреннего умиротворения открывает двери к позитивным переменам, притягивая в жизнь человека опыт, созвучный с его благополучием. Трансформация от позиции жалобщика к состоянию благодарности представляет собой один из самых значительных шагов на пути личностного роста. Поначалу этот процесс может казаться непростым, поскольку разум, склонный к фиксации на недостатках, вступает в конфликт с интуитивным стремлением сердца к гармонии и изобилию. Однако, сознательно выбирая благодарность, индивидуум настраивается на более высокую энергетическую волну, которая гармонизирует его разум, тело и энергетическое поле. Но как же осуществить этот переход от жалоб к благодарности? Как разорвать оковы устоявшихся негативных привычек? Решение кроется в простых, но действенных упражнениях, направленных на переориентацию внимания с того, чего не хватает, на то, что уже есть и что обогащает жизнь. Чтобы помочь читателю избавиться от привычки жаловаться, предлагается несколько простых практических приемов, способных кардинально изменить его восприятие. Преобразование личной действительности становится возможным, если искренне следовать определенным практикам. Первая из них – техника 3 вдохов. Жалоба – это своего рода условный рефлекс, почти непроизвольная реакция, исходящая от тела и разума. Для того, чтобы разорвать этот порочный круг, следует начать с освоения техники 3 вдохов. Каждый раз, когда возникает неконтролируемое желание высказать недовольство, необходимо на мгновение остановиться, закрыть глаза и сделать 3 глубоких вдоха. Во время первого вдоха следует отпустить любое накопившееся напряжение. Во время второго направить все свое внимание на текущий момент. А во время третьего безмолвно произнести слова благодарности. Например, «Я благодарен за то, что нахожусь здесь и получаю ценный опыт». Эта осознанная пауза позволяет снизить влияние автоматических реакций, возвращая контроль над разумом и эмоциональным состоянием. Вторая практика – ведение дневника благодарности. На первый взгляд, записывать то, за что человек испытывает благодарность, может показаться довольно простым и незначительным занятием. Однако ежедневное выполнение этой практики обладает огромной силой, способной изменить восприятие мира и научить разум концентрироваться на позитивных аспектах жизни. В конце каждого дня следует уделите несколько мгновений созерцанию и зафиксируйте 3 аспекта вашей жизни, которые вызывают у вас чувство глубокой признательности. Этот простой акт способствует формированию новых нейронных связей, мягко переориентируя ваше внимание с негативных моментов на осознание благ, которыми вы обладаете. С течением времени ваш разум, словно опытный следопыт, начинает инстинктивно выявлять позитивные стороны даже в самых непростых обстоятельствах. Еще один действенный метод – визуализация благодарности. Эта практика не только расширяет границы вашей внутренней энергии, но и укрепляет позитивные связи в вашем сознании. В моменты пробуждения или перед отходом ко сну закройте глаза и мысленно воссоздайте образы людей и событий, к которым вы испытываете искреннюю благодарность. Почувствуйте, как это теплое чувство зарождается в вашей груди и волной разливается по всему телу. Представьте, как эта энергия формирует вокруг вас сияющее поле, питающее и укрепляющее вашу ауру. Регулярно практикуя этот метод, вы постепенно укрепляете более высокую частоту в своем энергетическом поле, притягивая в свою жизнь еще больше поводов для благодарности. Трансформация жалоб в благодарность – это целительный процесс, своего рода восхождение к более возвышенному состоянию бытия. Благодарность является собой мощный инструмент преображения, способный вывести человека из состояния уныния и недовольства на путь легкости и гармонии с самим собой. Каждый момент, когда индивидуум выражает признательность за то, что имеет, становится решительным шагом к обретению внутреннего равновесия и умиротворения. Таким образом, благодарность перерастает рамки простой практики, превращаясь в устойчивую позитивную волну, в стиль жизни, который облагораживает и возвышает человеческую сущность. В противовес этому, жалоба представляет собой не просто словесное выражение досады, но осознанный выбор негативной вибрации. Каждое произнесенное слово подобно энергетическому зерну, которое человек сеет во вселенское поле возможностей. Если посеять семена жалоб и неудовлетворенности, то урожай будет состоять из тех же самых горьких плодов. Однако, если засеять поле благодарностью, то можно ожидать обильного урожая в виде процветания и спокойствия. Важно помнить, что мысли формируют реальность человека.
Преобразуя свои мысли, каждый индивидуум способен изменить свою жизнь к лучшему. Перемены начинаются в настоящем моменте, с каждого следующего слова, которое человек выбирает произнести. Как мудро заметил Будда, разум обладает огромной силой. Что ты думаешь, то и создаешь, что ты чувствуешь, то и привлекаешь, во что ты веришь, то и становится реальностью. Пусть же слова, произнесенные сегодня, станут источником света, умиротворения и позитивных перемен как для самого человека, так и для окружающего его мира. Сохранение объема и структуры – ключевой момент при перефразировании текста. Важно, чтобы новый текст был сопоставим по объему с оригиналом, сохраняя абзацы и последовательность идей. Если необходимо, можно расширить мысль, добавив детали и примеры для поддержания объема. Обогащение языка – это искусство придания тексту живости и увлекательности. Синонимы, разнообразные грамматические конструкции и выразительные средства становятся инструментами, позволяющими избежать повторений и сделать текст более выразительным. Неизменность фактов и терминов – это основа точности. Собственные имена, специализированные термины, числовые значения и фактическая информация должны оставаться нетронутыми, чтобы сохранить достоверность. Соответствие тональности – это поддержание гармонии между оригиналом и перефразированным текстом. Тон и стиль должны быть согласованы, будь то серьезный, непринужденный, технический или иной, чтобы сохранить целостность восприятия. Ясность основной идеи – это гарантия того, что перефразированный текст четко отражает суть оригинала. Читатель должен легко уловить основную мысль и цель, даже если слова изменились. Перспектива от третьего лица обеспечивает объективность и отстраненность, что особенно важно в публицистическом стиле повествования.